Поверь, монстр, не надо целиться в меня. Ник, я всегда в тебя целился. Потому что я не заслуживаю торчать в этом сраном мотеле посреди этого дерьмового Мичигана и бросать дартс в какого-то Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Азартные игры 2000 года Render Games – криминальный триллер режиссера Джона Франкенхаймера, снявшего фильмы «Маньчжурский кандидат» 1962 года с Фрэнком Синатрой, «Ронин» 1998 года с Робертом Де Ниро. Слоган фильма «Азартные игры» «The Trap is set, the game is on» – «Капкан поставлен, игра началась». Бен Аффлек и Шарлиз Терон в динамичном криминальном боевике про казино, где из-за роковой случайности бывший заключенный оказывается в эпицентре заварушки с ограблением. Фильм про ограбление казино «Азартные игры» 2000 года стал одной из последних работ безусловного классика криминального кино Джона Франкенхаймера, который успел отметиться во всех направлениях и поджанрах опасного кинематографа, от нуара до политического триллера. Что надо сказать гномам Санты? Спасибо. Фильм «Азартные игры», а актеры и роли. Бен Аффлек, Руди Дункан, бывший автоугонщик, отсидевший свой срок. Шарлиз Терон, Эшли Мерсер. Гэри Синис, Габриэль Мерсер, брат Эшли, перевозчик оружия, главарь банды. Деннис Фарина, Джек Бэнкс, управляющий казино. Джеймс Фрейн, Ник Кэссиди, сокамерник Руди. Дональд Лок, Пук, член банды. Дэнни Трехо, Джампи, член банды. Айзек Хейс, Марвин, член банды. Эштон Катчер, студент. Вы, ребята, наняли меня, чтобы обеспечить уровень Лас-Вегаса. Я его обеспечил. Вы хотели газеты, как у них? Я и это сделал. Но я не могу обеспечить вам доходы Лас-Вегаса, пока вы не соберетесь всем племенем у костра, не покурите трубку и не спляшете какой-нибудь сраный танец, чтобы убрать этот снег. В оригинале фильм Render Games 2000 года назывался «Игра в кошки-мышки». Сценарий азартных игр нельзя назвать идеальным, ведь он был построен по принципу непрекращающегося сюжетного твиста, когда очередной поворот в корне меняет все происходившее ранее. И подобных сюрпризов в фильме «Ограбление» будет отнюдь не один и не два. Во время съемок сцены, где герой Дана Стаблфилда бьет героя в исполнении Бена Аффлека ножом, актер умудрился сбить Аффлека с ног. Тот упал, ударился головой и заработал сотрясение мозга. Съемки фильма пришлось прервать, чтобы дать Бену время оправиться от травмы. Я люблю тебя, милый. Я люблю тебя. Эй, она сказала, любит. Ответь ей. В тюрьме секс был лучше. Фильм «Азартные игры». Сюжет. Бандиты во главе с перевозчиком оружия Габриэлем, Гэри Синис, готовят ограбление крупного казино «Томагавк», находящегося в индейской резервации. Для успеха головорезам необходим парень по имени Ник Кэссиди, Джеймс Фрейн, который хорошо знает тонкости охранной системы казино. Сложность заключается в том, что Ник отбывает наказание за решеткой, но вскоре должен выйти. Чтобы подцепить парня на крючок, бандиты подсылают ему сногсшибательную красотку Эшли Мерсер, Шарлиз Терон, сестру главаря банды. Она ведет с Ником переписку и обещает встречу, как только тот выйдет на свободу. Но в тюремные драки Ника убивают, а письма Эшли попадают в руки к его приятелю Руди Дункану, Бен Аффлек, отсидевшему срок за угон машин и через 2 дня выходящего на волю. Решая не расстраивать влюбленную девушку, он хочет прийти навстречу вместо погибшего друга. Так Руди, называющий себя Ником, находит вместо долгожданной свободы массу новых проблем, ведь теперь ему действительно придется ограбить казино. В противном случае бандиты не обещают ничего хорошего, а его авантюра может стоить ему жизни. Паф-паф сейф! Мне нужен Паф-паф сейф! Где он? Я теперь вернусь в Лас-Вегас. Паф. Паф. В «Азартных играх» 2000 года запомнился монолог Денниса Фарины, который в образе управляющего казино пытался доказать индейским владельцам, что из томагавка не получится создать Лас-Вегас, так как здесь слишком много снега. Бен Аффлек в роли запутавшегося по жизни, отсидевшего за автоугон и недавно освободившегося заключенного, выглядит весьма убедительно. Нельзя сказать, что роль Руди Дункана в «Азартных играх» для Бена Аффлека оказалась лучше в его актерской карьере, но он проявил себя в фильме как яркая и харизматичная личность.
Роскошная Шарлиз Терон в роли коварной соблазнительницы безумно хороша собой и великолепно меняет маски на протяжении всех своих азартных игр, мастерски балансируя положительным и отрицательным образами своей героини Габриэль. Ему нужны деньги. Нет, милый. Ему нужна я. Твоя сестричка. Знали бы мама с папой. Чем мы с тобой заняты? Злодей по кличке Монстр, главарь банды, сыгранный Гэри Синизом, вышел запоминающимся и харизматичным. Жестокий, циничный, готовый к убийству, но нетерпеливый, нервозный, которого к тому же легко обмануть и не единожды, что в итоге его и погубило. В картине засветился вечный криминальный элемент Дэнни Треха, также хорошо известный зрительской аудитории. Отличный тонко продуманный сюжет, эффектный экшен со взрывами, ограблением и стрельбой, куча прекрасных актеров и стильная операторская работа. Здесь есть все, что нужно поклонникам жанра и в нужных пропорциях. Создатели ленты поставили основной акцент не на драках, а на сюжете в целом, продумав его до мелочей и завершив все динамичной кульминацией. Азартные игры – фильм, который не может не нравиться. Одним людям по душе его бандитская составляющая, а другим – любовная история. Вы предлагаете мне идти в индейское казино в костюме ковбоя. Хорошо подумай. Был еще костюм балерины. Что ж, мне понадобятся бабки. Это же казино. $10? Что делать мне с 10 баксами? Экономь. В целом, атмосфера фильма «Азартные игры» легкая и в какой-то степени даже праздничная, рождественская. Конец истории повергает в легкий шок. Развязка азартных игр оказывается довольно неожиданной. Это не банальный хэппи-энд, уже приевшийся зрителям, а нечто более интересное, включая паф-паф сейф, водяной пистолет главного героя, Санта-Клаусов на тропе войны и прочие находки. Несмотря на все свои недостатки, фильм про ограбление казино смотрится все равно очень живо. Даже сейчас. События локации сменяют друг друга с умопомрачительной скоростью. Бен и Шарлиз молодые и милые. Сюжет воспринимается легко и непринужденно. Где в второстепенной роли появляется крайне забавный, никому еще неизвестный Эштон Катчер. Сюжет ленты интригует своими замысловатыми поворотами, заставляя зрителей испытывать те же переживания, что и герои происходящих событий, ввязавшихся в непредсказуемые азартные игры. Я даже не вспомню про Милли Бобек. Хотя Милли трудно забыть. Не полез бы за нее заступаться, не оказался бы здесь. Да, не проломил бы парню череп, не нашел бы свою любовь.